проект ИТЕР со своими технологиями отдает обществу очень много. Обратно, в виде технологий, что мы в России, ИТЕР, поставил промышленность сверхпроводников. До этого у нас была небольшая промышленность. Да? Но после того, как ИТЕР заказал большое количество, вот, скажем, кабелей сверхпроводящих, мы в Глазове организовали цеха, ну, Росатом, да, где научились, быстро подняли эту технологию. Эта технология оказалась самой лучшей в мире. Можно смеяться, но вот это факт. Из ничего вдруг самое лучшее, да, это объективно. И создали вот в таких объемах, что после того, как они выполнили заказ, они могут, вот то, что сейчас томографы, поезда на магнитной подушке, например, да, или же в Мосэнерго, например, сглаживать пики электроэнергии, пики делают сейчас накопитель на сверхпроводнике, мощный накопитель, который, если нужна пиковая нагрузка, он будет отдавать, накапливать ночью, а отдавать вот это. Или, например, если говорить о сверхпроводниках, то это в Питере несколько километров делается из района в район, перекидывается сверхпроводящий кабель. Например, то есть это уже работает. Или, например, ИТЕР заказал гиротроны. Мегаватт и 1000 секунд. Если есть заказ сообщества на 1000 секунд, это такой рывок для технологий. Для технологий, там, вы знаете, вплоть может быть, управлять погодой. Ну, да, такую мощность, да, разгонять облака. Или еще что-то. Например, вот НИФА. Нам на ИТЕРе отдали вокруг ИТЕРу всю обвязку подвод энергии, так называемые шинопроводы, аварийное отключение, если надо. И вот это аварийное отключение они сделали для ИТЕРа, делают и сейчас и сделали очень быстродействующие, мощные размыкатели, которые можно использовать в энергетике, на электростанциях. Создали участок. Большой участок, скажем, и технологию вот, создания таких размыкателей. Например, технологию создания больших сверхпроводящих катушек. Это тоже очень серьезная вещь. Например, эти катушки можно, ну я не знаю, для флотации руд. Флотация магнитных руд. Сделано участок, завод, технология, которые дальше можно использовать для больших задач. Даже то, что вот вы сказали о технологиях, на самом деле, например, подготовка студентов. Токамак, например, это идеальная установка для обучения студентов. Там же все, там, начиная не просто физика плазмы, там электричество, там вакуумная техника, там, скажем, диагностика все виды излучения. Да? Европейцы первыми поняли значимость вот, обучения. Они, например, у них есть программа Erasmus. Так? Какая? Тех студенты, которые после 3-го курса, 3, 4, 5, готовы идти в термояд, они пропускают выделенные в Европе несколько институтов в Голландии, в Бельгии, скажем, в Испании, в Германии. Да? И вот их по полгода студенты стажируются в каждом. Это и глобализация, и каждый институт, он имеет свои установки, каждая страна. Да? Вот. И ну, Европа так придумала. Вот мы, например, интегрированы в эту среду, да, и у нас есть соглашение. Наши студенты ездят, там, обучаются, там, ну, скажем так. И мы сейчас делаем вот аналог. И поэтому вот отдача есть и очень большая. И каждая страна, она старается, она держать свои технологии при себе. Но на самом деле у нас же идет обмен. Наши люди по системе качества ездят туда и смотрят, скажем, принимают эти устройства, да, то есть вот мы такой сообщество. И поэтому, ну, конечно, мы эти технологии другие понимаем. Вот такой обмен, он очень интенсивно идет через ИТЕР. То есть не мы там, скажем, агентство ездят, а предприятия, те, кто делают конкретные, скажем, изделия, уже их специалисты ездят вот
по этим странам, конкретно по предприятиям, которые делают аналогичные вещи, да, и воспринимают обмениваются эти технологии. Там свое такое локальное сообщество.